Представители знака зодиака Водолей. Водолеи, мои дорогие, здравствуйте. Второй прогноз на 10 дней, на декаду. Узнай будущее, к чему все идет. Давайте заглянем в будущее с 1 по 10 февраля. Что будет меняться с первых дней месяца? Останемся реалистами, поскольку любой прогноз, расклад о личной истории каждого из вас не расскажет. Но я надеюсь, мы с вами проведем приятное время и какие-то подсказки вы получите. И что такое февраль месяц? В самом начале месяца, или точнее с последних чисел января, Уран, ваша планета-управитель, переходит в прямое директное движение. Это для всех знаков зодиака может означать какая-то метаморфоза, концепция жизни меняется. И хоть и 10 дней не такой уж и большой срок, мы можем столкнуться с какими-то новостями или узнать ту или иную правду. Но самый главный пункт — это мы остро можем прочувствовать как момент перехода между прошлым и будущим, когда прошлое само пытается от нас оттолкнуться, не будет как раньше. Так вот, если прошлое как будто отходит на задний план, то по части будущего тут нам много чего еще пока непонятно. Оно еще пока не оформилось. И где-то нас может штормить. Мы можем, или сложно нам определиться, к примеру, с чем-то. Но то, что уже прошлое не повторится, это мы можем прочувствовать наиболее остро. Вы особенно, потому что все же Уран — это ваша планета, управитель. И совпадают еще эта дата одновременно по восточному календарю с началом года змеи. Вот именно этот тем змея. И змея, как известно, это мудрость. И для чего это мудрость? А потому что нам придется себя сначала адаптировать к какой-то обстановке, ситуации, а потом словно организовать с чистого листа жизнь. Ну, давайте пока не будем забегать вперед, у нас только 10 дней. Что для вас, мои дорогие водолеи, подскажет колода Ленорман? И мы просто достанем 4 карты. Позволим картам раскрыть цепочку последовательности событий. С чем это может быть связано? Будущее в 10 дней. Или что будет меняться? Как решится какой-то ваш вопрос? Переложите свою ситуацию на те образы, на ту метафору карт, которую мы с вами откроем. И на колоде Таро мы продолжим. Первая карта — неожиданности. И пусть это будут приятные сюрпризы. То, что нас радует, но тем не менее неожиданности. А вот вторая карта — колесо фортуны, или в чем ваша фортуна, в чем ваши сильные стороны, или что у вас получится организовать, решить, может быть, согласовать. По основным сферам жизни это у нас ваши достижения, дела, работа, бизнес, у кого-то учеба или документы. Вторая карта у нас энергия денег, энергия любви и личной жизни. И достанем карту совет, который откроем в самом конце. Что же за будущее с первых чисел февраля? Вы в чем-то уверены? Ну вот видите, как для вас Уран вам помогает, это точно. Уверенность в правильном направлении или в избранном направлении. Вы с чем-то определитесь, причем если, как я сказала, для других это может быть своеобразный период хаоса, а вы, мои дорогие водолеи, точно видите, что вы хотите продолжать, а что вот с ваших позиций уже точно не будет продолжено и завершено. Для кого-то это может быть как бросить якорь в другом месте, то есть, по сути, переезд. Но у вас, повторюсь, сильные позиции и тоже 9 число перемен. Вот как момент перехода от прошлого к будущему. И то будущее по 35, если мы сложим это как 8, или перевернутая лимниската, по сути дела, бесконечность. Вот вы принимаете важное решение и будете заниматься, либо вы меняете что-то в плане работы, или вы сами надумаете изменить имидж, к примеру, да, и, значит, какое-то продолжение доброе следует на длительный период времени. Для вас это имеет принципиально важное значение. Но если мы о периоде 10 дней, это ваша уверенность, это ваша сильная позиция. Узнаем будущее дальше. Ух ты, вообще шикарно, посмотрите. Вот когда выпадает аркан-ключ, нет ничего невозможного. Это ключи в ваших руках. У кого ключи? Ключи у нас обычно у иерофанта. Это он знает, как великий учитель, правильную дорогу или правильный путь.
Это к нему обращаются за тем, чтобы распутать сложные какие-то гордиевые узлы. Или это философ где-то тоже. Иногда эта карта символизирует отшельника, потому что он тоже философ, он тоже имеет ключи, он надеется где-то сам на себя. Но Иерофанта ведь тоже надеется сам на себя. И здесь могут быть не случайно, кстати, у нас тут бубны, удачное решение вопросов по части денег. Значит, если даже стоит какая-то патовая ситуация, я могу такое предположить, все же мы все разные, вы найдете нужного человека, нужную дверь, и ключи у вас уже практически в руках. Иными словами, вы сумеете договориться. Я сказала, как иерофант по судьбе. Иерофант нищий не бывает, поэтому удачное время для решения многих, даже спорных вопросов по части денег, финансов, подписания документов, которые мы тоже можем в конечном итоге свести к финансам. Может быть, это недвижимость, имущество, ну, самые разные темы. Или договоры, соглашения по части работы. Да для вас нет ничего невозможного, опять же, ключи в ваших руках. И при учете того, что у вас сильная позиция. Пусть вас ничто не тревожит, потому что по аркану тучи это всегда какие-то мелкие такие события, вот как туча. Было ясно, вдруг туча появилась. Но она ведь не навсегда. Она как появилась, так она и уплывет куда-то. Вот этот именно смысл хочет передать ваша карта. И практически победа у вас уже по какому-то вопросу в кармане. Но из-за туч вы ее можете не видеть. Вот о чем говорит карта. 6. Карта победителя. Более того, это где-то соответствует королю треф. И это когда вы можете получить должность, вы можете получить важное согласование, но, может быть, придется что-то и как из себя, так и некоторые коррективы вносить в ваши действия или в методы взаимодействия с людьми. Но у вас получится получить так или иначе эту победу, потому что успех, он уже практически у вас на пороге. Но как то, что я говорила, наверное, до карт, нас может немножко штормить, потому что переступить нужно этот порог между прошлым и будущим. И где-то вот это прошлое, оно может напоминать тучи, а будущее– это практически солнце. Поэтому если что-то, ну, где-то тормозится, или вы, мои дорогие водолеи, в чем-то не уверены, просто карта дает совет: ты не торопись, потому что по тучам, ну, есть период ожидания. Мы же должны дождаться, когда уплывет эта туча. Но обстоятельства вот могут свидетельствовать о том, что нужно обладать терпением. Примите это к сведению. Будущее. Для кого-то из вас, мои дорогие девочки, это ваши сильные позиции, ваши планы. Самые разные. Начиная от творческих до, может быть, личного бизнеса или вашего переезда куда-то, я такое тоже могу предположить. Или когда вы хотите высокую должность занять, вообще концепцию по работе изменить. Это может быть для вас, мои дорогие мужчины, важная женщина в вашей жизни. Кто угодно, может быть и руководитель, может быть ваша мама, к примеру, или родственница, или ваша любимая женщина, или заинтересует вас какая-то персона, и вы будете за ней или наблюдать, или захотите познакомиться поближе, или словно из нашей головы она не выходит, мы о ней думаем. Чаще, может быть, чем то следовало. Но вот есть какой-то интересный человек, который, по крайней мере, будет в ваших мыслях. Или для кого-то буквально может проиграться и так, что от какой-то женщины будет зависеть решение вопросов, и вам с ней нужно договориться. Тогда э, женщина вам поможет какой-то решить и вопрос, и у вас-то, опять же, ключи-то тоже в кармане. Какое-то плодотворное сотрудничество я вижу. И, может быть, это у кого-то сотрудничество, к примеру, юрист даже, да, или пусть это будет чиновник, но будет выступать именно женщина в роли этого узкого специалиста. Но тогда вы сумеете быть правильно понятым и какие-то согласования достичь тоже. Переложите этот тонкий нюанс на вашу жизнь, потому что мы все разные. Неожиданности, ну вот я сказала, тут как с чистого листа. И вот эта карта, она как раз и говорит о том, что ожидая неожиданностей, тут все будет меняться. По нулевому аркану хаос перед началом творения. Но в этой колоде шут изображен с такой, ну, едва ли не выше, чем маг, потому что он
жонглирует всем зодиаком. И вы, мои дорогие водолеи, можете видеть вот то альтернативное или то, что словами еще пока невозможно объяснить или уложить в какие-то наши рамки представлений, а вы уже видите, что будет перспективно, а что нет. В этом будет где-то ваша сильная позиция. Доверяйте своему шестому чувству и в то же время берегите себя, потому что не отменяет нулевой аркан, что мы можем куда-то поторопиться и буквально сглупить, ну, где-то совершить ошибку. Поэтому здесь надеяться нужно на самих себя, но это практически вы уже перешагиваете порог между прошлым и будущим. Пожалуй, планета Уран переходит в прямое движение, и для вас открываются неожиданно новые пути дороги и новые возможности. Тем более, как будто с арканом ключ нам это все подтверждают. В чем же ваша фортуна, в чем ваш успех или сильные позиции? Не вступить в конфликт, никому ничего не доказывать, не создать пировую победу, ведь эта карта пировой победы, и нам идет один только совет. Уходи от конфронтации, не отвечай где-то на резкие слова. Если кто-то вам пытается бросить перчатку или вывести вас именно на какой-то спор, на ненужную дискуссию, лучше ретироваться, даже по-английски. И себе потом в последующем вы скажете спасибо, потому что всегда, когда выпадает эта карта, ну, знаете, вот может совершиться такой момент, что мы сегодня можем с кем-то поссориться, а нам Вселенная, как желая повторить какой-то опыт, нарочно создаст ситуацию, когда к этому человеку нам придется обратиться. И всегда обратиться проще и легче, когда у нас не было ссоры, когда не было натянутых отношений. Вот примите этот тонкий нюанс. Вы вообще найти можете ключи к каждому тоже, договориться, обойти острые углы, найти правильное решение вопросов. И, может быть, даже, мои дорогие водолеи, вы окажетесь в обстановке, когда вокруг вас какой-то конфликт, вы как третья сторона, тогда не участвуйте в конфликте, не берите ни сторону одного оппонента, ни второго. Наоборот, тогда карта говорит, ретируйся, как будто тебя там не было. Ваша сила именно в том, что вы уходите от какой-то конфронтации. Вы сами у себя на волне. Будьте, может быть, бдительны к тому, что вы можете и оказаться как в промежуточном звене, когда двое ругаются, а вам важно будет сохранить отношения и с одним, и со вторым. Ну, такое, знаете, состояние, как третейский судья. Но в этом ваша сила и ваша фортуна. Потому что так, как видите вы, не видит никто другой. И не увидит пока, понимаете? Поэтому тут и доказывать, или объяснять совершенно бессмысленно. Тут каждый разойдется по своим углам и при своем мнении останется. Поэтому даже энергию не стоит тратить. А вот как раз такие, как на уровне доброй дипломатии, все дискуссии завершать, это ваша сила. Давайте мы посмотрим. Дела, работы, бизнес, свершения. Правда, куда-то не торопись. Деньги придут, получите. Здесь могут задерживаться как и документы, так и деньги. Но ваше терпение вам сослужит добрую службу. Я не могу сказать, что здесь что-то меняется кардинально, помимо вашей воли. Но могу допустить, что некоторые паузы могут быть. Или в ожидании документов, или, может быть, и в подписании чего-то. Иными словами, вот эти тучи. Поэтому не сомневайтесь в собственном успехе. К чему вы прикладываете усилия? Или тот путь, который вы как якорь себе выбираете, вы видите правильно. И даже если обстановка вокруг вас не способствует тому, чтобы вы могли пока просчитать какой-то или создать тезис-план, здесь все отстроится в свое время. Давайте откроем, что же на деньги. Хотя если деньги задерживаются, они, правда, приходят. Паж жезлов, и это новые способы заработка. Для кого-то прохождение курсов совершенно необходимо, чтобы получить новую должность или освоить какие-то новые навыки. По пажу жезлов вы можете рассматривать дополнительный доход. Для кого-то новая концепция работы совершенно необходима, потому что план какой-то есть грандиозный у вас. Вы что-то хотите осуществить. И здесь вам потребуется и согласование, или поиск нужных людей, и вы будете совмещать
где-то ваше желание с той реальностью, которая присутствует. И для вас могут открыться, опять же, новые возможности, и вам придется принимать какое-то решение или решиться на что-то. И это будет связано именно с деньгами или имуществом, или, может быть, и где-то с жильем. Это все можно в целом увязать к деньгам. Так вот, когда мы решаемся на что-то, мы должны изучить, уделить какое-то внимание и сделать, попробовать первый шаг. Вот это где-то касается денег. Может быть, по части денег свидетельства какие-то или намерения ваших детей. И вы будете тогда продумывать, как вы, ну, к вам могут обратиться буквально, может быть, и за помощью ваши дети, или какая-то общая цель у вас может быть достигнута, но тогда в каком-то новом все равно варианте. Здесь есть возможность что-то переделать. Если прежде тормозилось какое-то дело или, ну, может быть, по части денег не решался какой-то вопрос, то здесь его можно решить, но в новом формате. Тут нужно в любом случае, как по части достижений, так и денег, добавить знаний или добавить новых возможностей. И тогда быстрее будут решаться вопросы, как и деньги, так и ваши достижения. Или рассмотреть какую-то новую вообще концепцию работы и заработка. Ну, наверное, карта нам и говорит, вообще немножко останавливая от поспешных действий в эти 10 дней. Нам сказали о ваших сильных сторонах, позициях. И вот по аркану ключ мы с вами говорили, к примеру, об Иерофанте. Он никуда не торопится. И аркан умеренность нам тоже говорит. Здесь у кого-то может быть и ситуация, допустим, когда сложились отношения, может быть, дружба, но отношения не развиваются. И я не могу сказать по этому аркану, что тут что-то будет с прогрессом прояснено. Здесь нас карта больше призывает, опять же, к терпению. Может быть, есть какие-то очень важные вопросы или один вопрос на повестке этих 10 дней, чему вы будете как раз уделять внимание. И это больше сферы ваших достижений, интересов или, ну, как планы на будущее. Здесь нужно совместить в эти 10 дней ваши желания и реальность или реальные возможности и просчитать какие-либо действия. Но сделать это нужно максимально, чтобы себе не навредить. Может быть, поэтому карта нас призывает, да, по сути дела, все карты на деньги просчитать предлагают, по делам, по достижениям нам тоже предлагают не торопиться, да и по личной жизни. Карта умеренности нам не говорит о том, что мы с места в карьер куда-то торопимся. Или, к примеру, что происходят какие-то синкопы. Синкопы не будет, это точно. Здесь размеренность, сам по себе период жизни, который вам понравится. Но и даже если вы сталкиваетесь, когда от внешних событий что-то притормаживается, будьте уверены, мои дорогие водолеи, что победа у вас уже в кармане. Примите со спокойствием душевным то, если нам приходится чего-либо подождать. Давайте карта совет. Но выбор, может быть, вот это спокойствие вам дается для того, чтобы вы сделали правильный выбор. Потому что так или иначе мы уже назад не пойдем. Нам герой показан со спины. И вот он уже на развилке. Направо или налево. Куда? Но только один путь нам подсвечивает солнце. И вот этот выбор вам нужно, ну, видимо, совершить очень обдуманно. Просчитать или продумать. Сразу несколько стратегий и про личную жизнь, и про деньги, и про работу. Тут какие-то грандиозные планы у вас, мои дорогие, правда? Не случайно шут выпал в неожиданностях. Это какая-то неожиданная возможность может прийти, и будет важно от нее не отказаться. Знаете, вот состояние 10 дней, посмотрите, ведь это карта совет, тоже ведь нет пока прогресса. В этом мы определяемся, но внутри. Здесь, знаете, когда вам нужно попытаться, мои дорогие, словно усидеть одновременно на двух стульях и не упустить что-то, и в то же время не войти в какие-то обязательства. Не сказать кому-то «да», но и не сказать кому-то «нет». Быть великим, правда, дипломатом стоит, и в этом ваша сильная позиция. Видимо, эти 10 дней говорят «ты не торопись, водолей». Кто знает, когда вот эти тучи рассеются, может быть, на последующий период жизни для вас откроются какие-то новости или какую-то правду вы узнаете, может быть, уже с 11 и на дальнейший период февраля. И для вас тогда некоторые вопросы либо отпадут, либо решаться более просто. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые водолеи, и будьте счастливы.
Будьте любимы всегда.